Почему среди богатых людей так много ёбнутых? Ага. Это ты уже... уже этот вопрос? Да. Ну, значит, рассмотрим мою точку зрения данного вопроса. Мне кажется, просто, опять же, надо по поводу богатых людей. Я разных встречала людей, разных категорий, и богатые люди тоже не исключение. И очень богатые. Опять же, смотря как человек достиг своего богатства, это же тоже вопрос. Есть люди, которые просто наследуют, да, богатство своих родителей, это один момент. Хорошо, если они, например, удваивают или утраивают, да, успех своих родителей. А есть, скажем так, чадо, которое просто пользуется благами, чувствует себя фривольно и просто тратит заработанные родителями деньги. Это одна история. Естественно, люди, которые добиваются всего сами, они этому знают цену. Но опять же, надо понимать, что деньги – это огромная власть. Чтобы обладать властью, надо обладать очень большим жизненным энергетическим ресурсом, на мой взгляд. И чтобы вот этими деньгами владеть правильно и не сойти с ума, да, к нашему вопросу вернемся, надо себя постоянно развивать, не только физически, но и внутренне. Тогда человек будет находиться в гармонии с собой. А вообще богатые люди, они же относительно несчастные, потому что богатство – это большая ответственность. Богатство – это своего рода, как сказать, ну, в кавычках проклятие, да, потому что человек при наличии огромных средств, у него получается, нет настоящих друзей, потому что он уже не знает, кто друг, кто не друг, а люди на тебя смотрят как на средства, они больше не интересуются твоей личной жизнью, они не интересуются твоими личными качествами, всем, что им интересно, это деньги, и как с тебя их поиметь. Вот. И мне кажется, это, если на тебя так постоянно смотрят, невозможно тут с ума не сойти. Опять же, богатые люди, они боятся, многие боятся потерять вот это все богатство, и поэтому, естественно, они начинают себя вести соответствующе, скажем так, неадекватно. У них очень большой стресс, у многих огромный стресс, потому что иметь богатство, вы должны очень много работать, ребят. Потому что многие хотят быть богатыми, но не готовы вставать в 4 утра или в 5 утра и всю свою жизнь отдать работе. Богатые люди очень много работают, очень много работают. И иногда это выходит, им надо как-то разряжаться. Иногда они разряжаются на своих женах, иногда они разряжаются какими-то другими методами. Поэтому тоже, когда богатый человек, у него те охранники, то есть всегда ты боишься, что тебя там убьют или еще что-то, если там речь о очень больших деньгах идет. То есть, ну, как бы, не знаю, лично я никогда не хотела быть богатой. Я хотела, и я думаю, что для того, чтобы жить хорошо, надо быть просто самореализованным человеком, и чтобы у тебя на все легко хватало денег. Вот если мне надо, у меня они есть. То есть не какие-то космические там, что средства, что за тобой там 10 бодигардов бегает. Ну вот я не вижу в этом счастья. Может быть, для кого-то это огромное счастье. Но я вижу как сказать, материально это очень важно, потому что деньги нам дают возможность самореализации и исполнения наших желаний. Ну, нельзя говорить, нельзя не умалять важность денег, потому что если у вас нету
средств достаточно, вы не можете своего ребенка, да, там, в школу хорошую отдать, правильно? У вас нет возможности там питаться правильно или хорошо, там, путешествовать или прочие вещи. То есть деньги как бы облегчают жизнь. Но опять же, в моем понятии, если меня спросить, лучше иметь их достаточное количество, но не так, чтобы у тебя, чтобы ты сходил с ума. Да, потому что оно есть, потому что участь богатого человека нелегкая. Нету времени на семью, нету времени, в принципе, ни на что. Ну, хотя, если смотреть американских, например, бизнесменов, есть, например, Дейл Карнеги. Дейл Карнеги, он написал очень много книг по менеджменту. Это один из самых гениальных менеджеров в Америке, то есть он разные автомобильные компании поднимал, и у него очень много книг по поводу, как правильно общаться с людьми, там, да, там, и прочие вещи. Так вот, когда он планирует свое время, он говорит о том, что у меня там один раз в неделю, это вот где бы я ни был, в какой части мира, вот один день у меня для семьи. То есть и он этим правил. Но есть же люди, которые полностью отдаются бизнесу. Тоже. Конечно. А это все ведет к потере здоровья, к нервозам, потому что, ну, я не знаю, ну, тяжело жить человеку, на которого смотрят все время как на средство. Ну, честное слово. Это даже может нормальный человек почувствовать, да, приезжая в какую-то более бедную страну. Приезжайте там в более бедную страну, да, например, ну, возьмем, скажем так, Египет, это средняя, но опять же, да, то есть, скажем, здесь очень много необразованных людей и очень много людей, которые на тебя, особенно на иностранцев, да, египтян, смотрят на тебя как на средство. Это даже нормальный человек может среднего достатка почувствовать. Но никому же это приятно не будет. А когда тебя это постоянно преследует, я думаю, тебя вот это вот доводит до какого-то определенного сумасшествия. Ну, абсолютно. Поэтому вот это мое мнение. И я желаю всем развития и желаю всем успеха, потому что, на самом деле, богатые люди, если они достигли сами, они очень интересные, они очень увлеченные. У них очень много чему можно поучиться. Реально вот этому трудолюбию, самодисциплине. Потому что если ты хочешь чего-то достичь, у тебя должно быть вот прям железная воля, честное слово, и идти. Но многие-то идут, опять же, смотря какой бизнес, и смотря, есть люди, которые по головам идут. А это тоже ты, получается, как у нас сейчас модно говорить, заключил сделку с дьяволом. Вот, понимаете, если вы продали свою душу, ну, конечно, расплата, она придет. А это не может не сводить с ума в определенный момент. Мое правило жизни. Если человек сделал ошибку первый раз, это может быть случайно. Если он сделал эту же ошибку второй раз,